Сегодня мы будем с вами готовить вкуснейшие котлеты, очень сочные. В дополнение салат и на гарнир гречневую кашу. Давайте готовить. Чтобы получились самые нежные котлеты, я взяла целую курицу, обрезала все мясо. Здесь и грудка, и ножки. Полностью все из курицы. Я сейчас это мясо пропущу через мясорубку и дополнительно еще добавлю чеснок и одну луковицу. Все перекручу на мясорубке. Мясо я перекрутила. Высыпаю в более глубокую миску. Сюда же добавляю лук и чеснок. Также на мясорубке все перекрутила. В отдельную мисочку я беру несколько ломтиков белого хлеба или булки и буду замачивать в молоке. Белый хлебушек я также пропустила через мясорубку и добавляю к фаршу. В котлеты нам еще понадобится небольшой пучок петрушки, я его нарежу мелко. Теперь фарш нужно посолить, все по вкусу солите. И добавить черный молотый перец, тоже все по вкусу. Фарш мы перемешиваем. Яйцо я не добавляю, потому что оно сушит и получаются котлеты более жесткие. Нужно все объединить. И потом мы отобьем мясо это. Берем фарш и вот так отбиваем. Затем миску накрываем пленкой и оставляем в холодильнике где-то на 20 минут хотя бы. Пока наше мясо отдыхает, я промыла гречку. Сейчас залью водой и поставлю на плиту готовиться. А с овощей я нарежу легкий салатик. К нарезанному луку немножко сахарка добавим, немного яблочного уксуса и сюда же петрушку мелко нарезала. И все хорошенечко перемешаем. Так лук не будет горький, будет очень вкусный. Я нарезала огурчики и сейчас нарежу помидоры. И сюда же высыпаем наши помидоры. Салат нужно посолить обязательно, приправить перцем. Сам салат вы можете заправить сметаной, йогуртом или любым маслом. У меня ароматное масло. Я заправлю его. Будет очень вкусный и ароматный салат. Все хорошенько перемешать, и наш салат готов. Сейчас будем жарить котлеты. Наша гречка готова. Я добавлю сюда кусочек сливочного масла, накрою и выключаю. Наш фарш отдохнул в холодильнике. Теперь я взяла мисочку, налила воды и будем формовать котлетки. В мисочке с водой я буду мочить руки и делать котлетки. Так они не будут прилипать к ладоням. Размер котлет вы можете делать побольше, поменьше, какой хотите. Вот такие я буду делать котлетки. На разогретую сковороду мы выкладываем котлетки, обжариваем с двух сторон на сильном огне, буквально по 2 минутки. Переворачиваем. Котлетки выкладываем на противень и ставим в духовку на 200 градусов на 15 минут.
Давайте посмотрим, какие же они внутри. Они пропеклись. Посмотрите, какие они мягкие, воздушные и очень-очень сочные. Вот такие горячие котлетки. Вот такие сочные котлеты мы с вами приготовили. В дополнение сделали легкий салат и гречу протушили со сливочным маслом. Это очень вкусно и очень просто готовится. Друзья, кто кушает, всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием и балуйте своих родных и близких.